Ну, первое, в тот момент я увлекалась театром. И тогда были очень много всяких студий. Вот я была в студию «Такой круг», где Наталья Мицкевич была руководителем, и мы ставили такие по Блоку, Байрону. Мы ставили очень авангардные, с пластикой, с музыкой. Представления это были очень знаменитые. И мы ездили в Москву, и тогда была студия МХАТ Таганки, Олега Табакова. Вы понимаете, это был пик вот этих многих студий. Вот я тогда, помимо своей работы скучной, и помимо моей учебы в университете на вечернем, я ходила, занималась театром. И вот мой театр выиграл конкурс в 1989 году поездки в Данию. Вот с этого началась моя другая общественная деятельность. Потому что до этого я никаким образом, до 1989 года, я была такая, знаете, есть такой богема. У меня абсолютно пролетарская семья. И родилась я в Чижовке, автозаводской район. Вы понимаете, мои родители всю жизнь, 53 года проработали на автозаводе. И даже моя потом политическая карьера тоже была связана с этим районом, потому что я конкурировала с МАЗом в депутаты Верховного Совета. Мне очень повезло, и это было где мне было 20, 21, 22, 23 года. То есть все понятно, что у нас были там ребята-гуру, с этого мы читали книги, мы слушали музыку. И у меня была жизнь очень ограниченных круга людей, которые были моими очень близкими, и меня вообще не колышало, что происходит вокруг. Вы понимаете, никакая там политика, никакой там Брежнев, там ничего. Я просто очень долго смеялась, когда все они умирали один за одним. Вот это я почему-то помню, что они все умирали. Вот. А больше вы понимаете, вот такой был день и день, потому что ты работаешь, потом ты встречаешься с друзьями, ты слушаешь музыку, ты читаешь книги, ты споришь. И это была определенная кухонная, квартирная культура. У нас было несколько точек, в которые мы всегда собирались. Мы там готовили, мы там жили, мы обсуждали и так далее. Что произошло в 1989 году? Театральный караван, да, который проходил Копенгаген, Варшава, Брест, Минск. В Минске первый раз в 1989 году приехало где-то около 400 иностранцев, которые жили в семьях. Вы представляете, где я проводила организационные встречи в доме офицеров, где по объявлению в газету пришли люди, которые готовы забрать иностранцев к себе. Вы понимаете? Это был первый прорыв, когда иностранец перестал быть врагом. А до этого, 1989 год, когда я поехала в Копенгаген первый раз, вот тогда у меня была очень серьезная переключка. И вы понимаете, так или иначе, у меня был какой-то определенный стереотип в отношении иностранцев, да? Ну, знаете, такой сигарой, думающий только о деньгах, такой толстый, красивый. И когда я первый раз попала в Копенгаген, в капиталистическую страну, вы понимаете, с этим движением Next Stop Soviet, мы были неделю, я никогда в жизни не видела такой заинтересованности. Мы жили в коммунах, нас кормили, к нам люди подходили на улицу, а я в то время знала 2 слова. My name is Светлана, I'm from Minsk. И я вдруг плакала, когда я садилась в поезд, не от того, что это, а от того, что мне всю жизнь обманывали. Никакого врага нету. Вот я плакала из-за того, что никакого врага. Все это миф. Вот для меня это было самым сильным открытием. И вот тогда у меня, наверное, появилась моя миссия. И миссия моей организации. Разрушение границы между Востоком и Западом, потому что врага нет. А вы знаете, вот этот путч,
который был, кстати, уникальным. Это путч был... Мы же тогда уже вовсю занимались молодежными обменами, невалютными. Что это такое? Иностранцы приезжали к нам в семью, и потом мы тоже уезжали в семьи. И у нас были тогда партнеры голландцы, немцы, итальянцы. Испанцы. Потом было выступление вот этих путч. Вы понимаете? А мои родители очень были на даче. Я не знаю, каким образом отец мне позвонил домой. Он сказал мне, представляете, какая память у него? Светлана, тебя скоро арестуют. Ты должна не на поезде, а пешком прийти на дачу там, в деревню, где мы живем. Мы тебя спрячем тут. Понимаешь, тебя арестуют, потому что у тебя связь с иностранцами. Произошла вот эта тоже, не мирная революция в России, распад Советского Союза. Знаете, я хочу вам сказать, никак я не пережила распад Советского Союза и с нашей независимостью. Пришло и пришло, дали и дали. Это все была гражданская деятельность, мы тогда об этом не знали. Мы не знали до 91-го года, что всем, чем я занимаюсь, это гражданская деятельность. Создание вот этих комитетов, создание вот этих групп, самопомощи вот этими семьями. Мы ничего не знали. Мы не знали, что это часть. Я же говорила, только в 91 году я узнала, что мы представители негосударственных организаций. Конечно, все иностранцы, которые терялись в Минске, отправляли в Некстоп. Потому что мы были экспертами в международной политике. Любой иностранец. Мы всех подбирали иностранцев, которые бродили по Минску, потому что никто не говорил на английском языке. И так было лет 6, по-моему. Мы всех забирали. Я все занимаюсь своими культурными обменами, люди много приезжают, фестивалями и так далее. Вы понимаете. Но тут происходит совсем другая штука. Сужается твое пространство. А это уже началось. Сейчас я хочу вам с 97-го, первая пошла, 97-99 год. И тогда я приобретаю активную гражданскую позицию. Активную. Мы начинаем тогда разрабатывать, это, кстати, очень плохой пример, но о нем нужно говорить всегда, концепцию развития гражданского общества для развития гражданского общества. Это была первая моя большая коалиция всех общественных организаций. Анализ и четкие рекомендации, что нужно сделать пошагово для развития гражданского сектора. Знаете, какой мы приготовили документ? Рекомендации для КГБ и для Лукашенко, что нужно сделать, чтобы ликвидировать гражданский сектор. Это был вопрос 1989 года, когда закончился театральный караван, и мы возвращались из Москвы. И вот вы понимаете, прошло это мероприятие, плохо или нехорошо, это было исторически, я возвращалась домой, а мне кто-то из Узбекистана подарил халат и тюбетейку. Это очень интересная картина. Мы уже подъехали к Кольцевой, Минска. Я должна выходить, потому что все автобусы уходят. Я выхожу в халате узбекском, в тюбетейке, и с огромной дыней, и сумкой. Все выходят ребята, и мы прощаемся. И в тот момент я не понимаю, а что мне делать? Я не знаю, как мне жить. Я не знаю, потому что все, что было у меня, я все отдала на это мероприятие. Останавливается какая-то машина на Кольцевой. Он говорит: девушка, вас отвезти? Я говорю: да, отвезите меня домой. Я иду в университет, возле дома офицеров парк, да, мальчик с лебедем. Я иду, и вдруг я слышу: ребята, стояло человек 30 стоит. По-моему, это Светлана Королева идет. Они говорят: точно, давайте мы ее позовем. И они говорят: вы Светлана Королева? Я говорю: да, я Светлана Королева. А они все молодые, 30. А мы те, у которых иностранцы жили в это. Я такой-то там, Валя, Петя, Ира, Валя. Они говорят: а что нам делать? Вот видите?
И когда они спросили, а что нам делать, мы говорим, ну, слушайте, есть такое-то предложение с немецкой, с испанской, голландской стороны, фестивали, музыка. Вот и все. Это случилось в 98 году или в 99 году. Мы проводили в Березинском заповеднике, кстати, тоже очень интересный аспект, детские лагеря экологические, а мы всегда экспериментировали. Сидит директор, он говорит, ребята, вы понимаете, я поставлен тут для того, чтобы охранять лес. А сейчас мне пришел план. У них был план вырубки рудничной стойки. Это определенная сосна для шахт. Он сказал, у меня нету такого леса. Я должен зайти на охраняемую территорию, чтобы не резать это. И он сидел просто около. И вдруг я поняла, это была первая политическая кампания, которую мы делали. Мы спасали наш лес. И у меня тогда персонально произошла, у меня была депрессия после этого. Хотя все, мы остановили, нам написали официальное письмо в Некстоп, приостановлено из-за экономической нецелесообразности. И это была первая, но она была как общественная кампания. И мы, конечно, вроде бы добились успехов. Но у меня тогда была очень серьезная проблема, которая я сказала, что от меня мало что зависит. И даже от нас мало что зависит. Вот. И, наверное, вот после этого я пошла тогда очень наивно, не понимая, что это, наверное, в политику.